В России есть Акбашевское сельское поселение, состоящее из 8 деревень. В 2021 году, согласно всероссийской переписи населения, там жили 3276 человек. Поселение расположено в Челябинской области, но проживают там преимущественно башкиры. Вот официальная страница местной администрации в ВК. Есть флажок от ВКонтакте. Государственный статус общества подтвержден через госуслуги. На заглавной фотографии стоит логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной. На обложке свидетельство новой войны. 10 мемориальных досок. Младшему, Лимару Нигматуллину, всего 20 лет. Старший, Марат Мужипов, погиб на следующий день после того, как ему исполнилось 48. На этих черных досках далеко не все, кто из того поселения погиб на войне с Украиной. По одному лишь ключевому слову «погиб» можно найти еще 7 некрологов. 17 мужчин. Страшные потери для местности, где все население от младенца до пенсионера менее 3300 человек. Но факт еще в том, что далеко не все погибшие на фронте упомянуты в некрологах. В 7 из 8 деревень, входящих в Акбашевское поселение, война выгребла едва ли не всех мужчин. Одни воюют, другие пропали без вести. Кто-то погиб. Местные же власти публикуют некрологи дозированно. Один из наших авторов лично знаком с человеком из тех мест, который сам потерял мобилизованного на войну родственника. И вот что человек этот рассказал. В детстве он ходил в малокомплектную школу. В классе было всего 7 учеников. Один из них потом трагически погиб в ДТП. Еще один на нынешней войне. 2 вернулись с фронта инвалидами, из которых первый сошел с ума, а второй прикован к постели и не разговаривает. Родные даже не знают, в сознании он или нет. И семей таких по всей России теперь много. Об этом стоит поговорить. Только перед тем, как начнем, хочу напомнить про свой некоммерческий проект «Приемная». Задача моего проекта – обеспечить людей, на кого в России открыто политическое уголовное дело, адвокатами, чтобы каждый из обвиняемых по таким делам был с защитой. Да, оправдательные приговоры – редкость, но за счет работы адвоката может получиться избежать заключения или выйти из тюрьмы, если человек уже там. Действует проект не публично. Если вы знаете человека, которому нужна помощь с политическим делом, может, у вас знакомый писал что-то подобное в соцсетях, обязательно отправьте ему или его родственникам ссылку, которую я оставил в описании. Пусть напишет, и мы найдем адвоката и оплатим его. Помогите, пожалуйста, распространить эту информацию. Дойти с ней до политзаключенных не так просто, как может показаться. Из Челябинской области перенесемся в Ростовскую, где в 82-тысячном городе Каменск-Шахтинский проживает вернувшийся с войны Сергей Шрамко. Вот поэтому она у меня такая здоровая. Вот так вот. Передвижение у нас такое. Ну, самостоятельно он не сможет передвигаться. А у меня дырки в ногах, руки, Парапарез. И слепой вдобавок. Ой, подождите. Если вы давно подписаны на мой канал, то, вероятно, уже видели этого человека. Ведь когда речь у нас заходит об инвалидах нынешней войны, в ролике нужно показать соответствующий теме видеоряд. Однако подходящих кадров из России в нормальном качестве очень мало. Поэтому мы периодически на монтаже подставляем вот эти фрагменты из одного и того же репортажа. На Ютубе много украинских репортажей, в том числе и телевизионных, про покалеченных солдат ВСУ. Это страшные материалы, от одного вида пострадавших леденеет душа. Однако в Украине их показывают широкой аудитории, а вот российских солдат с тяжелыми инвалидностями снимать на камеру почти никто и нигде не хочет. Сюжет про Сергея Шрамко, который подготовили видеоблогеры из Каменска-Шахтинского, редкое исключение. Он даже спровоцировал резонанс. Следом появилась статья в «Аргументах и фактах». Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Во дворе положили полоску асфальта, чтобы незрячего и обездвиженного человека можно было катать на коляске. Хотя это то еще позорище. Не починили двор, а только сделали асфальтовую полоску под габариты инвалидного кресла. В феврале 25 года газета The Moscow Times опубликовала статью с заголовком «Почти 400 тысяч россиян стали инвалидами на войне». Статья отсылает к докладу Международного института стратегических исследований. Согласно нему, по состоянию на январь 25-го потери российской армии включают в себя
376 тысяч тяжело ранеными. В докладе тяжелые ранения отождествляются с инвалидностью, что не вполне верно. Тяжелое ранение часто приводит к инвалидности, но не всегда. Более того, в ходе длительной войны один и тот же солдат может пережить не одну тяжелую травму и попасть в статистику несколько раз. Однако, даже с такими оговорками понятно, количество инвалидов, так называемой СВО, исчисляется в России шестизначными числами. И это некогда трудоспособные мужчины, которые могли бы позаботиться о семьях, но теперь сами нуждаются в заботе. Кстати, сейчас на экране Вячеслав Колесов из Ярославля. Это тоже очень редкий пример российского репортажа о жизни инвалида войны. Тема эта у нас регламентированная. Государственные СМИ и в первую очередь телевидение стараются не показывать ничего такого, что могло бы спугнуть потенциального контрактника или вызвать антивоенные настроения у остальных. Никакой российский телевизионщик никогда не поедет в Акбашевское сельское поселение. Не расскажет, во что превращена жизнь семьи, где все деньги, время и силы уходят на покупку взрослых памперсов и борьбу с пролежнями. Сколько бы ни было в России людей с таким горем, все они незаметны для общества, их делают невидимыми. Идя по улице мимо жилого дома, невозможно догадаться, что в нем находится человек, приговоренный к пожизненному заключению в собственной комнате. Что его семья приговорена сидеть с инвалидом, ведь планов, да и возможностей приставить каждому покалеченному по соцработнику у государства нет. Это никак в России даже не обсуждается, а родные становятся бесплатными сиделками. Да, мы видим физическое воплощение войны в виде разрастающихся кладбищ. В отдельных случаях это огромные поля. Можно долгое время ехать на машине вдоль свежих могил с флагами, а они все не будут заканчиваться. Инвалидизация же огромного числа российских мужчин – это что-то умозрительное. Не то, что легко увидеть. Мало какой человек в принципе хочет задумываться об этом страшном явлении, что понятно. Пропагандисты тем более не склонны эту тему обсуждать. Можно, конечно, возразить и заметить, что периодически Первый канал и Россия-1 приглашают в эфир бывших военнослужащих с инвалидностью. Так и есть. Но если вы посмотрите эти передачи внимательно, то заметите, как именно телевизионщики отбирают гостей, по каким критериям и требованиям. Гость эфира ни в коем случае не должен быть обезображен. Допускается утрата только одной конечности. Почти всегда это нога чуть ниже или чуть выше колена. Не удивлюсь, если у них прям прописано это во внутренних документах. В российских телепередачах, как правило, военная инвалидность отождествляется с ампутацией одной ноги. А ведущие прививают зрителю мысль, что это совсем не страшно потерять ногу. Это же всего лишь нога. С качественным протезом можно ведь и ходить, и бегать даже, и даже покорять горы. Государство, мол, в довесок к сверхсовременному и высококачественному протезированию выплатит 3-4 миллиона рублей. Хотя в прошлом году даже замминистра обороны Анна Цивилева признала, что в России все далеко не так радужно. Некоторые протезы просто непригодны для использования и только наносят дополнительные травмы. Но на телевидении картина иная. Стоит сказать, там действительно эффективная пропаганда. Страх получить увечья для многих сильнее даже страха смерти и является очень серьезным сдерживающим фактором для потенциального рекрута. Телевизор же работает с этим страхом и через повторение счастливых историй загоняет его в строгие рамки. Последовательно внушает аудитории мысль, будто военная инвалидность – это совсем не страшно, а напротив, очень прибыльно и даже немного весело. Это, кстати, мой самый первый день, когда я в Москву в госпиталь попал. Красава, брат. Главное, позитив. Представляете, как я был счастлив, когда я попал первый раз в госпиталь? Когда я в Москве понял, что все, мне уже ничего не угрожает, и все, что со мной случилось, это всего лишь нет ноги, это было просто, у меня слезы тогда наворачивались. Недавно мы обсуждали появление новой программы на Первом канале под названием «Будем жить». Передача эта посвящена, как заявляется, проблемам вернувшихся с войны. Однако обсуждаются там проблемы таким образом, чтобы вызвать у зрителя не страх перед войной, а желание пойти на фронт. Соведущий той программы Антон Филимонов, он же Рокот, сам в 22 году потерял ногу при штурме Мариуполя. Однако его судьба презентуется на всевозможных телеканалах как безоговорочный успех. Протез не отличить от здоровой ноги, и ампутация мало того, что не наложила никаких ограничений на жизнь Филимонова, так даже дала невиданные прежде возможности.
Славу, почет, уважение, всеобщее внимание, регулярное интервью, возможность выступить на сцене в Лужниках и приглашение работать на Первом канале. Мотивировать, мол, всех своим примером. Как же повезло человеку, что он потерял ногу, говорят нам, в общем-то, там. Сегодня он в отличной физической форме. Свободно ходит, водит машину, катается на коньках и сноуборде. Регулярно доставляет в зону СВО самое необходимое для бойцов. Ведет активную общественную жизнь. Позади трудный путь от полного отчаяния до убежденности в том, что человек обладает неограниченными возможностями. Но чтобы ими воспользоваться, нужно знать формулу победы над собой. Он открыл ее для себя и готов поделиться этим знанием с другими. Помощь тем, кому это необходимо, стала смыслом нового этапа жизни Антона Филимонова с позывным «Рокот». Сейчас приведу рассказ еще одного другого нашего знакомого. В закрытом провоенном сообществе, которое он прежде регулярно почитывал, иногда всплывали жуткие фотографии и видеозаписи с украинскими инвалидами войны. Те и другие взяты из сюжетов украинских СМИ, и речь там идет об очень тяжелых случаях, связанных с утратой дееспособности. Так вот, провоенно настроенные участники того сообщества в комментариях к таким фото и видео задаются вопросом: а не случается ли что-то подобного с российскими солдатами? Некоторые из комментирующих пребывают в уверенности, что самые страшные вещи происходят исключительно с украинцами, а военнослужащие российской армии будто устроены как-то иначе. Если и получают ранения, то только какое-то аккуратное и не слишком страшное. Погибают же российские военные редко, но если и гибнут, то красиво и героично, прям как в кино. Вспомним про дозированную публикацию некрологов российских солдат и высокий литературный слог в каждом из них. Погружение граждан в иллюзию, где война выглядит как игра, безусловно, выгодно путинским властям. Одних иллюзии мотивируют самолично вступить в эту, как они представляют, игру, подписать контракт с Минобороны. Другим дают успокоение, дескать, со страной не происходит ничего дурного. Взяли, наконец, Часов Яр, кажется, дожали Торецк. Вот-вот захватим, значит, Покровск и Мирноград. Разве это не замечательно? Что ж тут плохого для России? Мысль, что бои за каждый из названных городков заняли более года, не пугают, когда представляется, что достаются эти населенные пункты, вернее, их развалины, хоть и медленно, но почти бесплатно. Телевизор регулярно объясняет: а вот потому, мол, и наступаем не спеша, что Генштаб бережет жизнь и здоровье российских солдат. Такому объяснению легко поверить. Не так уж просто променять рафинированную телевизионную картинку на скорбный подсчет некрологов. Променять бравурные телесюжеты на жуткие истории, где совсем еще не старые люди, которым жить бы да жить, безвозвратно теряют способность себя даже обслуживать. Я же считаю важным об этом говорить. Всякая война уродлива, а конкретно это еще и бессмысленно. Пропагандистский же тезис, будто России не надо останавливать войну, потому что она, мол, побеждает, это преступная риторика, которую необходимо разоблачать. Повторю ровно то, что говорил и в 22-м, и в 23-м, и в 24-м годах. Россия войну проиграла прямо в первый ее день. И лучшее, что можно сделать, это минимизировать ущерб. В первую очередь прекратить убивать и калечить российских граждан, и украинских жителей тоже. Перестать разменивать жизнь и здоровье сотен тысяч людей на бесполезные груды кирпича, лишь на разминирование которых уйдут потом многие годы. Да, Украина, по всей видимости, тоже войну проиграла. Она потеряла много людей. Но это ничего не меняет для России, не дает ей никаких дополнительных очков. Война не боксерский поединок. Тут по очкам не выиграешь. В нынешней войне сколько городов до руин не разрушишь, не захватишь. Единственный исход – это поражение обеих сторон. Лучшее, что можно тут сделать, это как можно скорее остановиться. До завтра.